Утро. Итак, дорогие друзья, завершила дела и решила снять прямой эфир на душещипательную тему. Я говорила уже об этом не раз, но в любом случае постоянно возникают вопросы, да и людей много новых. Давайте более подробно поговорим с вами о реинкарнации, перерождении, или колесо сансары, или карма. Вот эти все понятия очень глубоко как бы укоренились, остались почему-то в сознании нашем, которое далека от азиатской философии восточной. Но в любом случае, как бы они прижились как-то. И многим это на руку. На руку прежде всего тем людям, которые под видом ведьм, колдунов и прочее, вот это почва, понимаете, очень благодатная и очень хороший способ заработка из ничего, из воздуха. Вот ничего не делая абсолютно, зарабатывать бабки. Как это происходит у них, объясняю. Если человек называет себя ведьмой, практиком, сильным человеком, человеком силы, избранным силами для помощи людям и так далее, то его работа должна показывать результат. То есть, еще раз повторяюсь, всем нравится мы не можем. Это однозначно. Обязательно найдутся люди, которым все равно мало, мало, и вот они не так ждали, они вообще думали, что чистка или помощь это вообще когда сверху мешки с бриллиантами падают на голову, и вообще они не так представляли. И это с годами, потом ты понимаешь, таких людей вычисляешь и вообще их не берешь в работу во избежание всяких ненужных разговоров. А вообще, по сути, я говорила и повторяюсь, если из 100 человек 80 тобой довольны, ты отличный мастер. Они довольны могут быть, потому что даже Господом Богом не все довольны. Уж не хватало, чтобы обычным человеком все поголовно были довольны. У каждого свои причины недовольства, ну, это возможно. Однако человек практикующий, человек, который говорит, что знает что-либо в магии, тем более люди, которые представляются потомственными, колдунами, ведьмами 20-го поколения, там пророк, не знаю, 50-го поколения, они должны показывать результат своего труда. Ну или хотя бы их образ жизни должен показывать, доказывать людям, что да, эти люди действительно реально делают, потому что, ну, смотрите, вот есть глубокие знания, дарит человек определенные работы, которые срабатывают у людей, люди меняют свою жизнь, да. Человек, который во многом понимает, человек, который не раздражается от того, что у него требует знаний. Наоборот, очень спокойно, легко, непринужденно отвечает на все вопросы, потому что у него есть этот багаж знаний, и он не пытается как-то улизнуть из какой-либо темы. Он спокойно эту тему обсуждает. Кроме того, человек, знаете, самая лучшая слава – это сарафанное радио. Мне сегодня написал человек из Украины, уже который родственник, знакомый, друг, которого она направляет ко мне за эти годы. Она говорит, что все бегут ко мне и говорят: напиши, пожалуйста, Инге. Не знаю, почему они сами не пишут. Видимо, знаете как, у людей немножко еще и страх есть передо мной. Я такой человек суровый, неизвестно, когда меня застанешь, в каком расположении духа. И они стараются ко мне прийти через того человека, к которому я привыкла. То есть они не напрямую, иногда боятся напрямую написать. Они хотят через кого-либо, ну, как бы от греха подальше. Вдруг я разозлюсь, скажу: я не помогаю, я такой человек бескомпромиссный, сказала, так отрезала, и больше у них доступа не будет, а им эта помощь очень нужна, понимаете? Видимо, создалось такое впечатление, что я, о, не дай Боже. Ну, ну ладно. У нас в детстве был такой персонаж, он больше походил на какого-то старика, такого страшного старика, который забирает детей, в общем, старик-разбойник. Его по-разному называли армяне разных
ну, в разных странах и на своем наречии. Но вообще так буквально звучит дед Мешок или дед Забиратель. Сначала писали э, Джувал Пап, что вообще в переводе Джувал это более старинное название, мешок или какая-то емкость, да. А потом уже на русский лад начали называть мешок пап. И вот у нас нас пугали в детстве, когда мы не слушали, что вот сейчас этот мешок пап придет и нас заберет. И вот что-то в этом роде я в роли этого мешок папа уже мной уже пугают, поэтому это немножко странная роль, ну да ладно. Пугаются, значит, уважают. Пойдемте далее. Так вот, я к тому, что сарафанное радио, как бы, что бы там ни было, но люди, которые получили результат от твоей работы, передают друг другу. И это и есть самая лучшая реклама. То есть можно раскрутить по телевидению колдун такой, магистр магии. Причем, заметьте, чем больше титулов, да, тем ничтожнее человек. Чем больше прилепляют всяких титулов, какие-то дипломы ксерят через принтеры. Вот как можно вручить ведьме диплом чего-то? Профпригодность. Кто будет этот диплом вручать? Сами демоны или батюшка сатана? Ну вот объясните мне, пожалуйста, темной женщине необразованной, как можно определять силу по каким-то дипломам? Хрень какая-то. Эти дипломы вот регистрируются точно так же, как, например, массажные какие-то организации. Да, курсы по массажу, курсы по косметике, там, косметические курсы, еще что-нибудь. Вот подобные люди, например, открывают какой-то курсы по психологии, например, могут написать курсы, ну, что угодно, курсы по тому-то обучению чего-то, тренинги, мренинги и так далее. И вот под видом вот этих таких курсов и прочие пишут «Институт высшей магии» или «Магистрат высшей церемониальной магии». Я не знаю, всех мастеров, всех мастей, черной, белой магии и так далее. То есть написать можно все что угодно. Я помню, что как-то показывали страну одну не очень так в хорошем свете, еще 90-е годы. И там на коровнике было написано «ксерокопия». То есть там люди нашли какое-то маленькое место и Ну, как бы там ни пиши, ксерокопия это или, или что, это коровник, понимаете? Так вот, пиши там институт магии или что, это аферизм, больше ничего. Так вот, эти всякие курсы, зарегистрированные как тренинги, психологической разгрузки, всякая хренотень, переименовывают, значит, магические школы, школа высшей астрологии, магии параллельных миров, школа великого гипноза и так далее. И вот оттуда через принтер ксерят и дают, значит, с какой-то печатью. А печать есть ну, у любого, кто хочет. Вот ИП ты, например, берешь себе ИП, ты можешь там с печатью работать. Вот себе там печать выбирай, там корову, собаку, я не знаю, льва, тигра. И вот с этой печатью, значит, бьешь в это твоя печать. И вот на этой печати пиши, что хочешь. Вот как твоя организация называется, так и пиши. Например, Институт высшей магии. Вот печать с каким-то там страшным черепом, с костями. Вот человек пошел, значит, отдал 50 тысяч, такой радостный за каждый месяц. И научили его, что означает Таро, что означает это, то. И взяли, знаете, вот с этого, господи, с сайтов обычную информацию, домовые кто такие, лешие кто такие, эти кто... Одно и то же. И люди, которые с этих периферий приезжают, значит, на эти курсы, обучающие высшей магии. Вот они все это прошли, всех своих свиней, поросят продали, пришли обучаться стать колдунами, магами. И тут им вручают этот диплом с этим печатью высшего магистрата, высшей черной, белой, церемониальной магии, всех направлений, мастей и так далее. Чем страшнее, чем больше там добавлено, тем лучше. Значит, вы не представляете, на мою почту сколько приходило предложений мне диплом отправить магии, магистра такого-то, такого-то. Я говорю, суньте этот диплом, знаете куда? У моей бабушки не было диплома, все село ее боялось. Боялась, тряслись. Я бездипломная ведьма, извините меня.
Каюсь, дорогой народ, диплома по колдовству у меня нету, в отличие от многих великих церемониальных магов там всех времен и народов. Ну вот нету у меня такой, понимаете? Этих титулов у меня нету, но если сравнить, сколько мне благодарности, сколько даров отовсюду отправляют, наверное, можно сразу понять, что все эти титулы, которые они сами себе приписали, да, можно пойти и повесить им в туалете, потому что эти все титулы не дают самого главного – силы, разрешения и знаний. Вот, ну, не дают. Хоть ты себя императором вселенским называй. Хотя была такая долбанутая особа, которая себя называла императрица там галактики. Да, одна была тоже говорила, что она из какого-то там центавры, путы, аж язык заплетать. Значит, альфа центавры, и зовут, как она сказала, Морфея Вселенская, Господи помилуй. Аж хочется сразу перекреститься и убежать, чтобы пятки сверкали. И вот эти бесконечные названия, их имена. Кобра, черная сова, дочь лунного затмения, матерь темных ночей. Боже ж ты мой. Вот я хочу вам сказать, дорогие друзья, чем проще человек, тем сильнее он. Матерь красивых, там красная ведьма всея Руси, царь русского колдовства, еще что-нибудь и так далее. Но в итоге туфта туфтой. И в конце самое интересное, что от этих людей и имени-то не остается, и памяти не остается, понимаете? А те, которые бездипломные ведьмы такие. Одна дура мне как-то написала: Инга, как вы можете написать, что, то есть заявлять, что вы ведьма, если вы даже курсы по Таро не кончали? Да, нет у меня курсов. Значит, как говорила моя знакомая, да, я, значит, отдала 150 тысяч и прошла курсы по ясновидению. Я говорю, ну и как? Ну, говорит, ну, зато я ясно вижу, что я дура. Ну, вот это тоже хорошо, знаешь, у тебя ясновидение резко открылось. Ты сразу поняла, что ты долбанутая овца. А это очень большое достижение, кстати говоря. Итак, я почему вокруг да около хожу, чтобы вам объяснить, к чему, почему у нас ужилось это понятие реинкарнации. Дорогие друзья, ведьма, практик, колдун, знахарь, кто бы он ни был, по нему судят по результатам его трудов, потому сколько людей ему благодарны. Если в древние времена не было интернета и прочего, когда мне говорят, вот вы столько снимаете, столько показываете, разве в древние времена так делали? Делали, конечно, тогда не было интернета, но приходили люди к этим знахарям, к этим ведьмам, те учили, начитывай вот это, сделай вот то. Они очищали человека и говорили, а ты дополнительно вот это себе дома проведи, или это там оставь, эти монеты тут оставь. Все люди, которые были у подобных людей, знахарей, у людей как, силы, да, которые жили в селениях, как правило, они все вам скажут, что эти люди давали определенные рекомендации, они учили людей, как правильно себя вести, и жизни обучали, и советы давали, все такое. Но просто не было интернета. Если бы был тогда интернет, может, многие продвинутые, сильные ведьмы взяли бы, да и показали всему народу, чтобы каждому не говорить, вот это сюда поставь, это туда. Я для чего ритуалы для всех сняла и показала, и снимаю? Я объясняю, чтобы каждому человеку отдельно не записывать или не садиться там, пиши вот это, вот это. Я снимаю ролик и говорю, вот найдите этот ролик и проведите вот это. Для такого-то дела надо вот так сделать. И один ролик просто смотрит несколько сотен тысяч человек. Вместо того, чтобы каждому садиться и диктовать, я могу просто один раз снять и показать. А внизу всегда мы еще и ритуалы эти печатаем и ставим, чтобы человек даже как бы особо не трудился. Согласны со мной? Так вот, учили они, обучали, говорили. Не обучали магии, а обучали жизни. Что делать, как делать, какие предметы не нужно знать, какие предметы дома не стоит хранить и так далее. То есть они тоже были учителя, понимаете? Их основная функция была не сейчас вот
вот сиюминутную жизнь вашу только улучшить, а еще вашу душу подготовить и вас как личности помочь подняться и так далее. Вот в чем функция ведьм и колдунов. И об этих людях говорят их поступки. Знаете, такое, по-моему, апостол Павел сказал, да, по плодам их и узнаете их. Любого человека узнают по плодам. Что бы человек ни говорил или что бы о человеке не говорили, узнаете о человеке по его поступкам, а не потому, что про него сказали или что он себе про себя сказал, что я вот там это могу, то могу, не могу, это может сказать любой человек. И сплетни собрать на любого человека можно очень много, до кучи. Но самое главное, здравствуйте, самое главное, что человек действительно своими работами, делами вам показывает. Вот это вы уже понимаете. Да, вот это да, мастер умеет, знает, понимает. Ясновидение должно быть у ведьм и колдунов, дорогие друзья, потому что ясновидение – это как умение диагностировать у врачей. Если ты идешь к врачу, и тебе плохо, врач должен понять, он должен делать анализ, он должен дать диагноз, чтобы знать, как тебя лечить. Если врач не видит диагноза, да, он может сказать, вы знаете, у вас или простуда, или вы беременны, или, может, вы упали, или вы не на тот бок перевернулись ночью. Ну вот какие-нибудь выпейте лекарства, какие вам нравятся, и все пройдет. Это одно и то же. Если у ведьмы нет ясновидения, значит, ей духи ничего не передают о людях, потому что ясновидение – это не что иное, как связь с духами. Они, естественно, не садятся, чай не пьют и кофе не пьют с какао, и мне не передают. Тогда я была бы одержимая, а не ведьма, понимаете? Нет, они подсознательно передают. Вот человек звонит, или человек просится ко мне, здравствуйте, вы можете мне помочь? Когда человек мне это написал, я уже знаю всю проблему человека, полностью, что у него случилось. Я ни разу ни одного человека не спросила, ну-ка расскажите, что у вас там, с чем вы? Единственное, в последнее время я начала говорить, предупреждать, потому что у человека может быть одна проблема, а он пришел совершенно по другому поводу. Поэтому сразу говорю, если вы пришли мужика привораживать, там, учить колдовству и так далее, давайте не тратить ни время, ни деньги. Это единственное, что я могу сказать. Но я никогда ни у кого не спросила, ну-ка скажи, с чем пришла, что у тебя там? Мне не надо это знать. Тогда в чем моя функция? Если человек придет, сам расскажет всю свою жизнь, а я ему это перескажу, то зачем я нужна? Скажите мне, пожалуйста, смысл какой? Потом человек, когда волнуется, когда у человека беда, когда ему плохо, вот в таком состоянии, знаете, в таком раздраженном состоянии, он не замечает, сколько он рассказал, сколько он сказал. И ему же обратно это продается. Самая главная фишка аферистов – это они говорят то, что ты хочешь услышать. Ты пришла приворожить чужого мужика, забрать из семьи, она знать не знает, как надо забирать, что надо в жизни не знала и не умела. Но она тебе что скажет? Ой, у вас кармическая любовь, вы должны быть вместе. Да, да, неси бабки, давай, я все буду делать. Надо его привораживать, ходить надо, ставить там святому Пантелеймону свечи, чтобы он вас соединил. Ну, какие-то абсурдные вещи. Вот ходите на 40 уст, лишь бы чем-нибудь тебя занять. Ходи туда, ходи сюда, пока ты не устанешь. А как только ты говоришь, что-то вот ничего не получается. Ой, вы знаете, надо нам еще, вот у вас соседи еще порчу навели, оказывается, я вот сейчас смотрела. Надо еще порчу эту снять. Ну, в общем, вот так и будут крутить, знаете, сушить вам мозги до того момента, пока вы не устанете, одним словом. И, пользуясь ситуацией, чем они пользуются? Почему нет управы на таких людей? Во-первых, потому что люди сами глупые. Я не представляю, как можно быть дураком, продать квартиру, пойти, чтобы вернуть умершего мужа. Одна баба сказала, что она продала квартиру в Москве, в центре Москвы. Там 35 миллионов стоило вообще какое-то сталинское здание крутое. Она продала, отдала деньги этой женщине, чтобы она вернула его, то есть ее умершего мужа. Та сказала, приди через 40 дней. Через 40 дней она пришла, и та выносит ей маленькую лягушку и говорит, я вызвала дух вашего мужа и переселила в эту лягушку. Берегите ее, любите и знайте, что это ваш родной человек. Она там упала в обморок, милиция, спасите, но ты ничего не докажешь. Ты лично продала своими руками? Да. Приносила деньги? Где? Кто видел? Никто. Да иди докажи. Может быть, они понимают, что это было, но фактов у тебя против нее нету. И все, до свидания. Жалеете такую дуру? Нет,
Недавно мама моя тоже звонит. Ой, ты не представляешь, я смотрела, там, оказывается, это все фигня. Ой, что там творится? Людей так обувает, обманывает, столько люди дома свои продают. Я говорю, мам, тебе жалко этих людей? Она, да, конечно. Я говорю, у тебя есть лишних 200 тысяч отдать там, чтобы тебе какого-то соседа приворожили? Она мне, нахрен мне это надо? Я говорю, ну вот и разговор окончен. Если ты настолько тупое существо, что готово продать свой дом, чтобы какого-то непонятного Васю приворожить, так тебе и надо. Понимаешь? Хочешь чужую семью разрушить, получай по морде. Все, до свидания. И главное, что люди же не хотят афишировать такие моменты, понимаете? Не хотят афишировать, поэтому молчат, потому что лишний будет шум. Ведь каждый приходит к таким людям разрушать чужую семью. И, как правило, она сама замужем и так далее. Ну, кому хочется, чтобы муж, соседи, родственники все узнали, что она там влюбилась в какого-то мужика и хотела их семью разбить. Понятное дело, что все будут молчать. Разве не так? Все будут молчать, и молча это проглотят. Конечно, расплата бывает этим людям за любые честные, нечестные деньги, за любые преступления человеку приходит расплата, но им от этого не легче. Может быть, после этого они просто поумнеют и будут жить более нормальной человеческой жизнью. Может быть. Я же вам говорила, рассказывала, в Москву приезжал мужик, ну, не буду называть откуда, неважно. Мужик приезжал и принимал в гостинице женщин, объявляя, что у него там какой-то священный член, которым он изгоняет злых духов. Вот когда женщины ходили к нему, он говорил, что у них между ног поселились на черные духи, и вот он должен членом их изгонять. Он их изгонял, деньги свои брал, за номер они тоже платили, а потом он ставил скрытую камеру, по которому шантажировал их, еще больше забирал денег. Когда начали его искать, он куда-то пропал, убежал. Другой был момент, когда мужчина по интернету говорил, что для того, чтобы определить порчу, ему нужно ваше обнаженное фото во весь рост. Дуры отправляли, потом он заходил к ним на Одноклассники, узнавал всю подноготную, родственников, мужа, все такое, и потом шантажировал, что если ты мне там столько-то не принесешь, я твоему мужу это все покажу. Приходилось делать. Ну, так вот, надо ли жалеть таких дебилок? Нет, я их не жалею. Почему? Потому что если у тебя мозг не включается хотя бы элементарно, чтобы думать, как это мое фото обнаженное я должна какому-то мужику отправить, чтобы он мою порчу увидел? Что за хрень вообще? Если вы в недоумении, садитесь, смотрите, поройтесь в интернете, что такое ясновидение, как видели люди, как смотрят. И вы поймете, что там никаких обнаженных фото ничьи не нужны, понимаете? Там даже фото не нужно, там можно по энергии человека очень много узнать. Как же мы узнаем отсюда туда, как живет человек? Как я вижу ваш дом, вашу обстановку, ваш район? Это совершенно не нужно мне, ни ваше фото, ничего, понимаете? Так вот, дорогие друзья, первое, что должно быть у ведьм, это ясновидение. Если вы идете к человеку, ориентируйтесь на то, насколько она точно это увидела. Всю вашу ситуацию, что случилось, когда началось, какие симптомы, что происходит в семье, в доме и так далее. И желательно на как можно больше подробностей. 70% из того, что сказал человек, должно совпасть. 100% совпадений очень мало, мы не боги, но 70% совпадает. Потому что мы, ну, в частности, я, например, в день принимаю много людей, да, и отвечаю многим людям, у меня может запутаться в голове. Но даже так не путается. Человек через 5-6 лет приходит ко мне, я узнаю его, я фото не смотрела, я ему говорю то же самое. Потому что те силы, которые мне это говорили, они опять мне это подсказывают. Хотя я не обязана снова говорить одно и то же человеку. Объясню почему. Это один раз из меня вышло, вот мне сказали эти силы, что у человека достаточно, нет нужды все время это смотреть, понимаете, по новой. Но даже в этом случае я снова вижу, что есть. Ну, если это вот это, тут никуда не денешься, все равно снова это будет выходить. Так вот, дальше. Ясновидение должно быть. Есть ли ясновидение у многих? Мои зрители, которые слишком стали грамотные, в хорошем смысле, после моего канала, начали, значит, долбить всех этих магуев. А я сколько раз говорила, докажите, что у вас есть сила. Вы же говорите о силе. Откройте тему ясновидения, покажите людям свое ясновидение, что вы видите что-то, знаете. А то, знаете, толдычить
Троцкий тоже много чего говорил интересного. Говорить можно все что угодно, тем более, если ты прочитала много, сейчас информации много, одно и то же муть, знаете, как у нас говорят, воду бить. Одно и то же можно говорить бесконечно. Вы дайте знания, которых не было ни у кого. Не одинаковый какой-то трындеж. Никто не открыл эти все. Я помню, в одном форуме мне передавали, когда мои зрители сказали, а как же Хусроева видит нас, даже без фотографий, без имени, описывает, где мы живем, как мы живем. А как же она видит, а вы не видите? Вы же тоже говорите, что вы ведьма. Ответ был дан следующий, значит. Каждая развивается по-своему. У каждого своя дорога. Не все ведьмы одинаковы. Не у всех должно быть ясновидение. А что должно быть у ведьмы? Прочитать про леших, домовых и так далее и пересказать вам, вот это должно быть у ведьмы. Так это у школьников даже есть. Любого школьника посади, больше тебя знает об этих домовых, леших и ужастиках и все такое. Функция ведьмы разве в этом состоит, чтобы вам объяснить то, что вы сами можете найти где-нибудь и прочитать? Твое дело в этом мире – это то, что только ты можешь сделать. Если кто-то может это сделать вместо тебя, то это уже не твое дело. Вот твое дело в этом мире – дать те знания, которые только ты знаешь. Родить своего ребенка. За тебя никто не родит твою генетику, да? Дом построить другие могут. Это не твое дело. Ты можешь купить этот дом. Но осчастливить человека – это твое дело. Кроме тебя никто это не сможет сделать. То есть есть определенные функции, которые твое дело. А есть то, что и без тебя сделают. Написать книгу и без тебя напишут. А вот ту книгу, которой твои знания, это как бы твои знания. Они знают прекрасно фантомы, все это понимают, но дело в том, что им очень удобно говорить, что ну, каждый развивается по-своему. Далее. Значит, почему следует доверять только тем людям, у которых есть ясновидение? Потому что если человек видит вас, значит, этому человеку дано, значит, силы с ним рядом находятся. Значит, эти силы слушаются, подчиняются и помогают. А значит, человек может вам помочь. Если человек вашу проблему не увидел или пальцем в небо ткнул, сказал, что там порчу тебе или что, я даже не сомневаюсь в том, я вот сколько раз говорила, я очень не хотела подразделять все порчи, проклятия и печати. Почему? Потому что я знаю, что многие, заходя на мой канал, это все перечитывают просто, наизусть учат и начинают говорить людям моими словами. То есть что-нибудь да совпадет там, понимаете? Человек подумает, что точно, она увидела все. А на самом деле это всего лишь лекция из ведьминой избы, которые взяли и втирают людям. Те люди, которые на меня лаяли и лают, они моими словами пытаются объяснить некоторые вещи. Мое берут, вот абсолютно меня копируют следом. Уже без стеснения, потому что, видимо, уже пошли ва-банк. Выхода нет, деньги надо зарабатывать. Но то, что не твое, у тебя не уживется. Знаете, у лжи короткие ноги. Это нереально. Если это не из тебя исходит и не тебе дано, оно тебе ни прибыли, ни славы, ничего не принесет. Пойдемте далее. Так вот подобных магуев, которые открывали свои всякие школы, обучающие и так далее, им нужно было как-то выйти из ситуации. Вот ты приходишь к человеку и говоришь: здравствуйте, там, ведьма такая-то, у меня вот такие-то проблемы. Но более сговорчивые люди, так с них можно что-то вытянуть. Более эмоционально доверчивые могут поверить, что там соседи на них порчи делают. Более озлобленные люди могут поверить, что все родственники там на них наводят, да? Ну, это вот несколько фишек можно так прокрутить. А если человек не сговорчив, если человек абсолютно, знаете, спокойствие, если человек ничего о себе не рассказывает, просто приходит и говорит: что мне делать, почему у меня в жизни вот так вот, помогите. Что сказать такому человеку? Если у человека нет ясновидения, она не знает, она мечется. И вот когда пришла восточная философия о карме, о перерождении и прочем, это была такая благодатная почва для подобных личностей, которые сразу же ухватились за эту идею. Так вот, если я не вижу ни хрена у человека, я могу сказать: слушай, ты же в прошлой жизни была Гитлером, сейчас у тебя вот
Ты переродилась в этой жизни, чтобы, значит, нести наказание за те свои поступки, за другие жизни. Это уже пятое, 20-е перевоплощение, у тебя карма, это кармические узлы какие-то, кармические мешки, кармические, не знаю, еще что-нибудь, да? Вот, карма, господи, самый легкий вариант дурить лохов. Карма у тебя, реинкарнация, ты переродилась, ты там в третьем воплощении была такое-то, в пятом воплощении была такое-то, а теперь ты вот здесь просто отвечаешь за свои поступки. Надо очистить карму. А как это сделать? Ну, неси деньги, я твою карму почищу. Вот сможешь ты проверить, в каком ты там перерождении была кем? Или что ты нарушила, и за что ты страдаешь? Ну, человек сказал, объяснил эту ситуацию, несите бабки. Еще говорят, еще есть одна такая хорошая вещь. Вы в прошлой жизни были ведьмы, в этой жизни за это платите. Еще одна хренотень. И так далее. Вот, это очень благодатная почва для развития мошенничества. Почему? Потому что, еще раз говорю, ясновидение не нужно, знаний не надо. Ты эту информацию не проверишь, потому что если ты человеку в лицо говоришь, что у него, как у него, он тут же понимает, да, так и есть, точно, она все описала, да, точно. Тут уж никуда не денешься. А здесь придумай себе, господи, что хочешь. 20-е перевоплощение Будды, там ты была вот тут-то, ты жила в Китае, потом ты жила там, потом ты жила тут, да, все там чакры открывают, закрывают. Чакры всего лишь энергетические зоны на теле человека. Энергетические зоны, которые отвечают за определенные жизненные критерии, да, человека. Половые энергетические зоны, мозговые, да, это есть, имеет место быть, но это слишком преувеличено, слишком уж, знаете, много марафета наведено вокруг этой темы. Так вот, вот к чему мы пришли. Перерождение, карма, реинкарнация, перевоплощение. Для того, чтобы человек был развитый, достойный душой, значит, он должен перевоплощаться там 20-25 раз, и тогда он будет очень умный, начитанный. То есть нам институты, ничего заканчивать из школы не надо, мы просто можем умирать и перерождаться, умирать и перерождаться. И вот так вот в 20-м перерождении мы уже будем профессора. Дорогие друзья, давайте назову это обычным русским словом, ну, которое будет более-менее понятно вам всем. Херня – это все. Вся ваша эта карма, все ваши эти перевоплощения, реинкарнации. А сейчас по полочкам разложим. Значит, первое. Реинкарнация, перерождение. Это пришло вообще из Индии, индийская философия. Но хочу вам сказать, что в Индии меньшинство людей, которые верят в реинкарнацию. Это определенное было течение в индуизме, которое не особое такое развитие свое не нашло в культуре Индии. Больше всего это как бы течение нашло свое отражение в буддизме и в Азии, там, в Китае, Японии и так далее. Почему? Дело в том, что такая доктрина, ну, например, как христианство, очень выгодная религия, христианство призывает не бунтовать, христианство призывает не, значит, выходить против царя, ибо царь есть избранник, помазанник Господа и так далее. Да? Выгодная государственная религия. Цезарю Цезарю отдай, там наше царство не с мира сего, в этом мире живи, жалко, бедно, в том мире будешь хорошо жить. То есть ничего здесь не требует. Спокойно, тихо смирись со своей судьбой и живи, пока не помрешь. Потому что там все будет хорошо. Удобная религия. Так вот, точно так же удобная философия, которая вошла в обиход не очень-то давно, тысячи лет до нашей эры. Вот это понятие кармы началось и с тех пор продолжается. Кармы, реинкарнации. Почему? Это все пришло с императорских домов. Дорогие люди, когда заканчивалась одна династия императоров, нужно было решать, кто будет следующим правителем. Начинались распри, начинались убийства. Ведь правитель, не просто один правитель, это род избрать. Это род
вельмож избрать на царствование, да, и каждый хотел, чтобы его семья была царственной, чтобы его семья была наверху. Это было выгодно каждому. Начиналась грызня. И вот в тот момент, когда Китай постоянно значит, утопал в крови в междуусобных войнах, появляется новая доктрина, которая очень нравится китайским императорам. Перевоплощение. Значит, что можно сделать? Можно сделать следующее. Подкупить какого-нибудь монаха, который пользуется уважением и верой народа, то есть народ верит в то, что этот человек говорит. И этот человек, выступая перед людьми, говорит следующее, что вот в таком-то году, в таком-то городе, в такой-то семье должен был переродиться дух нашего почившего императора. И он пришел ко мне и попросил в обязательном порядке выбрать именно его на его место. То есть доктрина Азии начала развиваться в таком направлении, что нет новых императоров. Это тот же самый император, который все время перерождается в чем-то теле. И вот народ хлынул туда, вывели этого мальчика, оказалось, что он сын какого-то очень такого могущественного рода. Вот в нем переродился наш император, значит, этот род должен править. Вот он, будущий император, назначили его императором при регенте, отце и матери. И с этого момента начинается новый род княжеский. Точно так же выбирают Далай-ламу. Считается, что Далай-лама перерождается в ком-то, вот они начинают искать этого перерожденного мальчика через 7 лет после его смерти, находят и сажают на престол. Кто-нибудь может сказать о том, что этот эксперимент должен не вызывать каких-либо сомнений? Давайте приведем пример. Когда Русь принимала христианство, к Владимиру Красное Солнышко пришли делегации. Сначала пришли из Хазарии, евреи предложили принять, значит, иудаизм. Он сказал, если бы вы верили в того Бога, который силен и который вас любит, то вы не были бы гонимы среди народов. Так вот, как же вы можете предложить свою религию мне, если вы сами гонимы этим же Богом? Чего? Ничего не поняла, извините. Так вот, он это сказал иудеям из хазарского каганата, отправил обратно, не принял их веру. Пришли мусульмане, они сказали, что можно иметь гаремы, что в исламских странах правитель, он есть просто самодержавный и не обсуждается абсолютно, скажем, власть державного султана и так далее. Ему это понравилось, но единственное, что он понял, что в исламе очень много ограничений всего, и более всего пить нельзя. Ему это не понравилось. Пришли, говорят, монахи из Византии и начали расхваливать и говорить о своей вере. Тогда у него закралось сомнение, он отправил посланников в Византию. И когда те пришли, увидев мощный Царьград, в то время, когда на Руси были построены еще пока из дерева, да, все терема князей и так далее, они вернулись и сказали: поверь, государь, Византия знает, кому молиться, потому что если бы Бог византийский был не настоящий, то они бы так богато не жили. Раз они так могущественно себя чувствуют и живут, значит, их религия настоящая. И вот тогда Владимир Креститель принял решение и принял христианство. Но на самом ли деле монахи пришли и как бы все в один голос начали кричать, что надо принимать веру Византии. А никто не задумался о том, что очень может быть, что их подкупил сам император Византии. Ему было очень выгодно, чтобы Русь приняла христианство, потому что они, во-первых, боялись очень набегов русских. Если помните, Святослав вырывался в Царьград не раз, да и Ратибор вырывался туда не раз. Так вот, они хотели своих буйных соседей
держать в узде, то есть контролировать или хотя бы с ними подружиться. А значит, единственный выход – это принять христианство. Думаете, зачем насильно иногда религии вселялись в народы покоренные? Не потому, что они переживали за их души и хотели, чтобы они попали в рай. Нет. А потому что, когда человек твой единоверец, ты от него вроде бы опасности не ждешь. Наивно, конечно, но все-таки в политике это имеет место быть. Так вот, кто может мне сказать, что в этих случаях не точно так же происходит, когда монах во всеуслышание кричит о том, что вот Далай-лама перевоплотился в этом мальчике, или вот император перевоплотился в этом мальчике, поэтому надо этот род выбрать на императорский престол. Эта доктрина перевоплощения, реинкарнации, перерождения очень понравилась именно народам Азии. И они это сразу схватили, и они это сразу взяли себе как философию. Но хочу вам сказать, что есть очень много мнений, которые расходятся. И очень много людей, которые все же не верят в реинкарнацию. Много очень умных книг о реинкарнации, о наблюдении якобы профессоров, врачей, которые могут утверждать, что реинкарнация существует и прочее. Но никто оттуда не возвращался, и невозможно со стопроцентной уверенностью и гарантией говорить, что да, это правда, реинкарнация существует, это действительно так. Приведем несколько фактов, которые якобы указывают на то, что есть перевоплощение. Значит, первое, когда мы вызываем на спиритической доске душу умершего человека, он приходит. Если вызывать детки, может прийти некая сущность. Если вызывать профессионала, он приходит и отвечает на многие вопросы. Как может человек прийти, если он рожден уже где-то живет? Это первое. Следующий момент. Утверждают, мол, вот, смотрите, через века в таком-то городе США, например, родился мальчик с индийской внешностью. И когда начали копаться, узнали, что вот столько веков назад вот точно такой же человек жил в Индии, и поэтому вот сейчас родился такой-то мальчик, очень похожий, реинкарнация, переселение души, значит, перерождение. Дорогие люди, у всех людей мира, планеты одна генетика. Люди меняют свою внешность под влиянием природы. Те, которые жили в Африке, со временем потемнели, почернели по той причине, что африканское солнце, оно очень агрессивное. И единственное, что выдерживает это солнце, это черная кожа. Черная кожа вырабатывает особый гормон жира, который покрывает кожу, и тогда люди могут жить, и не высыхает у них все тело. Кучерявые волосы, они очень хорошо помогают для того, чтобы постоянно циркулировал воздух, чтобы кожа головы не высыхала, чтобы голова, которая очень важную роль играет в жизни человека, там мозг, там мозговая вся деятельность, да, чтобы она не пострадала от солнечных ударов и прочее. Если люди, живущие в степи за много тысячелетий, стали более узкоглазые, почему? Потому что эти местности славились ветрами, да и до сих пор есть. И большие глаза, они могут слепнуть. Постоянно они не выдерживают этого натиска ветра, песка и прочее. Ой. И дабы защитить себя, организм перестроился. Глаза стали узкие, маленькие. Туда эти глаза вот ресницами хорошо оберегаемы, охраняем. Ресницы не для красоты у нас, ресницы для защиты глаза. А волосы стали жестче, потому что постоянные ветреные погоды, постоянные кочевые условия требовали, чтобы волосы, то есть могли оберегать кожаный покров головы, а нужна была именно жесткость, чтобы туда не проникали ни песок, ни вот эти всякие там во время ветра летящие вещи, которые могли травмировать кожу головы. Если кавказские народности стали с большим носом у тех, скажем, народностей, которые живут в высокогорье, так это для того, чтобы ноздри были широкие, потому что когда в высокогорье давление поднимается,
С маленьким носиком человек там чувствует себя плохо, ему не хватает воздуха. Чтобы нос фильтровал достаточное количество воздуха, нужно, чтобы были широкие ноздри. И поэтому нос стал таким огромным. О чем я хочу сказать? Что природа не считается с нашими эталонами красоты. Природа меняет человеческое тело так, как удобно, выгодно жить в этой местности. Ему плевать, нравится нам вот такой тип людей, не нравится и так далее, и так далее. То есть э, если в штате Мичиган родился мальчик, похожий на какого-то индуса, живущего в XVIII веке, это не значит, что тот индус перевоплотился и родился в этом мальчике. Это значит, что у нас общие генетики. Очень может быть, что в роду этого мальчика, если сесть покопаться, кто-то был из Индии, который переселился когда-то туда, или кто-то там из его бабушек, дедушек был там в Индии. Может быть, был незаконнорожденный ребенок в семье от индуса, о котором не было сказано, скрыли. И вот через несколько поколений вышел генетически похожий на нацию индусов, да, ребенок, который совершенно у светлых родителей родился. Это не говорит о перевоплощении, это говорит о том, что нужно исследовать генетику этой семьи, этого рода, откуда они произошли, откуда они пришли. И, и вот почему ребенок родился похожий на другую нацию. Следующий момент. Схожесть людей. Значит, приводится схожесть людей как аргумент того, что, например, Леонардо Ди Каприо очень похож на Владимира Ильича Ленина в молодости. И, мол, вот, посмотрите, реинкарнация, оно существует, это не зря сказано. Дорогие друзья, в нашем мире у нас, у каждого из нас несколько сотен двойников. Я своего двойника однажды видела в Волгограде. Мы шли, она шла со своим мужем, и мы встретились глазами, обомлели и улыбнулись и прошли. У меня был шок. Я такую похожую на меня женщину еще первый раз в жизни видела. Потом у меня друзья нашли, как-нибудь покажу, откопали бразильскую фотомодель, которая просто копия меня. У меня сейчас нет этой фигуры, но в то время, когда они мне это фото нашли, это была я, копия я. И некоторые из них начали спрашивать, мол, может, действительно ты ездила туда, ну не скрывай. Я говорю, вы ненормальные, что ли? Очень похожи на меня. Ну, я-то еще пока жива, понимаете, но если бы меня не было, и вот эта модель появилась, может быть, все бы хором орали, что это моя реинкарнация, перерождение в теле другого человека. Это не аргумент, чтобы говорить, что люди переродились в каком-то другом теле, и поэтому схожесть – это значит перерождение. Схожих людей очень много. Есть, у каждого человека есть свои двойники, спасибо. Это первое. Во-вторых, могут в разных странах, у разных национальностей, разных народов родиться дети похожие, да, жуткое ощущение, очень похожие. Это не говорит о реинкарнации, это говорит о том, что у человечества одна и та же общая генетика. Например, приводили такой факт, понимаете, как это люди недалекие, необразованные, не знающие ни историю, ничего, нет никаких состояний регрессии прошлых жизней. Это все, знаете как, это все игра воображения. Им очень хочется. Если человеку сказать и человека настроить на что-то, он увидит какие-то картины и решит, что это есть его прошлое воплощение. Хрень собачья это. Это мошенничество чистой воды. Так вот, значит, был такой случай, тоже зарегистрировали. В Турции родился мальчик, абсолютный блондин у темнокожих родителей. Сначала отец подозревал жену, значит, они пошли, сделали генетический анализ, и выяснилось, что это действительно их ребенок, и они не могут понять. И потом, через некоторое время, они увидели в газете точно такого же похожего человека на Украине, который жил в каком-то там 30-м годах, был расстрелян сталинских этих. И вот точная копия, значит, их сына. И они начали интересоваться этим всем, мол, перерождение все-таки, как видите, есть. Дорогие друзья, так могут говорить невежды и тупые люди. Во времена правления султанов рода Али Осман очень много было набегов, походов. Очень много женщин, в частности, из Украины, вспомните нашу Роксолану Хюррем, очень много женщин было забрано в плен
И очень многие стали любимицами султанов, любимицами других людей, да и просто простых людей. Они покупали себе рабыни, и те рожали ему детей. Ничего удивительного, что в Турции через несколько сотен лет после этих набегов и прочее родился мальчик со славянской внешностью. Ничего удивительного, учитывая, сколько этих женщин было угнано в плен. Зная свою такую сложную генетику, многие турки совершенно не удивляются, когда их дети рождаются светловолосыми, голубоглазыми, хотя они, может быть, темные, да? Именно потому, что очень многие турки, которые на самом деле называют себя турками, генетически не турки, понимаете? Они... Следующий момент. Янычары. Сколько было детей угнано в плен, маленьких, из которых растили фанатичных воинов. Янычары. Янычары все были инородные люди. Абсолютно инородные дети. Украинцы, русские, грузины, армяне, значит, да все народы, которые существуют, все христианские народы. И эти янычары были молодые мужчины, они тоже женились, извините меня, создавали семьи после своей службы, выходили на пенсию, у них дети рождались. Даже если его звали, там, скажем, Али, он при рождении был Иваном, но он взял там в жены, может, местную, может, тоже рабыню. Как правило, местные не выходили за янычар, они брали женщин с такой же судьбой, как они сами, угнанных в плен. И у них родился ребенок. И назвали они этого ребенка там, ну, например, там, я не знаю, любым именем, да, Мурадом назвали. У этого Мурада родились свои дети. И вот потомки этого Мурада сегодня турки. Но на самом деле изначально очень может быть, что отец был русским, а мать была гречанкой. И нет никакого удивления, что через много веков в этой семье, в этой генетике рождается ребенок абсолютный блондин, светлый, с голубыми глазами, как его прапрапрадед Янычар. Это не говорит о перевоплощении, это говорит о том, что те, которые утверждают о перерождении, абсолютно необразованная туфта. Это люди невежды, которые 2 книг не читали, чтобы знать, что ничего удивительного, что даже если в Китае родится блондин, я не удивлюсь. Генетика у нас перемешана, и мы не знаем, кто был наш предок. Я называю себя армянкой, но мой род берет начало от парфян, от парфянских правителей. И потом несколько фамилий разошлись от этого, от основной династии Аршакидов. Один из них Камсараканы. Керен-Пехлевуни, Камсараканы, Порошьяны. Это все парфянские народности. Как мы определяем парфянское происхождение? У нас еще эта память осталась, у нас еще это не стерлось, мы еще это передаем из поколения в поколение. Во-первых, долговязый такой длинноватый череп. У меня прически на голове всегда высокие слишком получаются, потому что строение черепа у меня такое длинноватое. Это у парфян такое. Потом парфяне невысокого роста. Много всяких там есть тонкостей, по которым определяется, что это парфянская все-таки кровь, понимаете? И если у меня в роду когда-нибудь родится ребенок, там, я не знаю, абсолютно с чертами, как из миниатюры ассирийских этих гравюр, я не удивлюсь, потому что род мой берет начало оттуда. Так вот, дорогие друзья, это всего лишь генетика перемешания и знаете, переселения народов. Это следствие набегов, это следствие войн, угнания в плен и прочее. Это не перерождение. Если где-то родился такой ребенок, где-то другой ребенок. И они друг на друга похожи, хотя нации разные. Следующий момент. Вот появляются какие-то ожоги, пятна. И это говорит о том, что вот в прошлой жизни этот человек сгорел, и в этой жизни родился с этими пятнами, с этими ожогами. И сразу же уже, значит, целую легенду создали, мол, даже следы вот того, как умер человек в прошлой жизни, вот даже эти следы в этой жизни вместе с ним родились. Дорогие друзья, во-первых, начнем с того, что это не ожоги, это родимые пятна, это определенные
скажем так, выступление на теле человека медицинским языком, это называется, ой, не помню сейчас, как он называется, но, в общем, есть медицинский термин. И дети рождаются, если с подобным как бы феноменом, как будто ожог был, да. Это не говорит, что перевоплотилась душа, и вот какой-то ожог, который еще с того времени он перенес в этот мир. Это обычные, как сказать, аномалии тела человека, которые имеют место быть. Я помню, родился мальчик, у которого на шее, значит, была вот такая черная просто вот линия такая, знаете, как от удавки. И вот, значит, заголосили. Он похож на какого-то там революционера. Вот это перевоплощение такого-то революционера, которого повесили. Вот даже ребенок родился с этой удавкой на шее, темным пятном. И врач один выступил и сказал: я просто удивляюсь невежеству людей. Как сейчас люди некоторые говорят, что рак передается воздушно-капельным путем, вот точно так же, значит, они верят, что он переродился, и даже вот это вот знак, значит, этого петля там осталась на шее, вот он прямо, как бы сказать, показал даже, каким образом его, да, гемангиома, правильно, каким образом его убили. Через несколько дней это пятно постепенно пропало. А он говорит, на самом деле пуповина просто вокруг шеи, значит, как там, ой, все, забыла. Все, обмоталась пуповина и очень сильно давила на ребенка. Когда врачи увидели, что там есть некая проблема, сделали кесарево сечение и, значит, быстро вытащили ребенка и спасли. У него была асфиксия почти, что там еле откачали и так далее. Это была давка от пуповины. Тут никакое не имеет абсолютно касания ни веревка, ни казнь, ни что-либо другое. Понимаете? Но люди, которые очень хотят в это верить, а почему люди хотят в это верить? Люди хотят в это верить, потому что желание вечной жизни – это очень приятная, знаете, приятная мечта. Вроде люди говорят уйти и на покой, да, покоиться с миром, уйти, значит, чтобы душа не мучилась, уйти с этого мира и жить там. Но с другой стороны, они все время стремятся обратно прийти сюда, боятся там находиться. Вдруг там не так хорошо. А значит, эта доктрина перерождения очень нравится людям, которые, которых еще не покинула мечта о вечной жизни. Там на очереди очень много душ, и каждой душе дается право прийти в этот мир один раз. Почему одна душа приходит недоразвитой, вторая приходит уже развитой и сильной личностью? Не потому, что у кого-то там уже 20-е воплощение, а у кого-то первое. Абсолютно нет, дорогие друзья, потому что я вам объясняла, что чем сильнее энергетически, чем более развита душа людей, тем более сильную душу во время своего полового контакта они создают такую мощную, сильную волну, которая поднимается в эти сферы, в эти пласты, хватает душу, спускает вниз, которая была готова родиться на этой земле, да. И когда это действительно любовь, когда это любовь между интеллектуально сильными людьми, между духовно развитыми людьми, то поднимается волна и спускает оттуда того ребенка, ту душу, которая им достойна. Если это сильные личности, если это плод любви, искренней любви, она создает настоящую волну и дает такого ребенка. Если люди не любят друг друга, если люди соединились по каким-то своим критериям, тоже может быть сильная волна, но это очень редко. В процентном соотношении между людьми не обязательно, чтобы это были алкаши и бомжи. Это могут быть очень богатые люди, но ребенок у них родится абсолютным отморозком. Красивый будет, ухоженный, одетый, но отмороженное существо родится. И сколько раз я наблюдала эту тенденцию, когда люди, например, ну вот у меня есть такая знакомая история, когда женщина его безумно любила, он нет. Он женился, потому что
мать настояла, потому что она не хотела, чтобы он женился на той, которую любил, а он всю жизнь любил другую женщину. Ее он не любил, она пыталась всяческими способами все-таки получить эту любовь, не получала. Дочери родились у этого человека разумные, хорошие люди, но некрасивые. То есть либо душу забирает, душа должна быть не очень, либо тело. Чем-то платит человек. А вот сын абсолютный пройдоха, отмороженный человек, который рос в любви, в ласке, но абсолютно отмороженная личность. Почему? Потому что когда мужчина не любил эту женщину, когда мужчина с ней спал без любви, этой волны, этой силы, этой энергии не было создано для того, чтобы поднять эту волну и спустить туда ту душу, которая перевоплотиться в хорошего человека, понимаете? И попадается абы какая душа с низких пластов. И со временем люди понимают, что ребенка воспитали по всем законам, по всем обычаям, дали все, что возможно, и заботились и любили, но ребенок абсолютно не свой, чужое какое-то существо, которое находится в семье, которое всех ненавидит, который к ним ничего хорошего, кроме ненависти и потребительства, не испытывает. Вот из-за чего. Не потому, что он несколько раз не реинкарнировался и уже первое у него всего лишь воплощение, а потому что не ту душу спустили. Вот прежде чем создавать семью, почему говорят, ребенка родить надо обдуманно, надо думать, ты хочешь ли от этого человека, время ли, а уж тем более, если это по пьянке или по, знаете, или наркоманы, например, там это делают, да? Естественно, у них очень слабая волна, у них вообще из низких астралов приходит ребенок, который абсолютно не будет развитым. Хоть и родиться здоровым ребенком, может быть, повезет, но потом время покажет, что у этого ребенка и душевные проблемы есть, и психические проблемы есть. Он недоразвитая душа. Это самая слабая волна, которая ухватила ту душу и спустила из самых низких астралов, где обитают в основном самые отмороженные сущности. Вот как происходит это все. А не потому, что вот я не переродилась там в 20-10 поколении, поэтому я такая. Следующий момент. А как же объяснить тот момент, что человек рождается и вдруг говорит такие вещи, например, вот в этом-то году я была вот так-то. Не пишите, пожалуйста, хрень собачью. Любовь – это не обязательно страсть и безумие. Любовь – это когда люди друг к другу подходят. Даже если там нет любви, но люди друг к другу подходят по разным критериям, у них создается эта волна. Но если это совершенно разные люди, соединенные какими-то корыстными целями, это не создастся. Если бы не было любви, человечество бы вымирало. Очень правильно. Очень правильно. Знаете почему? Потому что, глядя, сколько быдла вокруг, мы убеждаемся лишний раз, что очень мало было действительно любви, и поэтому вот это быдло зародилось самыми низменными духами. Вот и все. Вы ответили на свой вопрос. Далее. Вот как же человек вспоминает какие-то детали жизни, которые он знать не мог, а потом мы выясняемся, что да, был такой человек, в таком-то году жил, и все родственники подтверждают, что так и есть, так и было. Как же не верить в то, что эта душа перевоплотилась в этого человека? Опять невежество. Опять невежество и желание мутить воду. Почему? Потому что если кто-то начал говорить чьим-то голосом, и тем более вспоминать чью-то жизнь и где там что было, это не говорит, дорогие друзья, нет, не генетика. Это не говорит о том, что это перерожденный в этой жизни тот человек, который умер, скажем, там 20-30 лет назад. Нет, уважаемые, это говорит об одержимости. Вы не знаете, что за душа была у того человека. И очень может быть, что эта душа не нашла покоя. И воспользовавшись, например, подселение это, а не перерождение. И поэтому подселенная душа говорит словами
своими через тело другого. То есть он захватил тело этого человека и заставляет этого человека и всю его родню ходить, найти его семью, сказать то, сказать это, сказать то. Использует это тело. Как случилось подселение? Объясняю. В Ростове вообще есть девушка, до сих пор она жива. Когда-то она, значит, участвовала в конкурсе «Мисс Ростов». Красавица вообще бесподобная. И сейчас это 200-килограммовая баба, абсолютно отреченным тупым взглядом, который ничего не понимает, ничего не знает, абсолютный дебилизм. Врачи не могут объяснить этот феномен, врачи не видят никакой болезни, но она не понимает, не осознает, просто вот так сидит, как растение, сутками. Ее кормят, ее в туалет водят, ее туда водят. Никакая. Что случилось с этой красавицей? Случилось то, что она увлеклась всякими оккультными науками, она стала готом, они стали ходить, бродить по этим кладбищам, вызывать каких-то духов, какие-то делать непонятные ритуалы, и в итоге через нее начал говорить кто-то. Ее пытались, значит, ее пытались спасти, пытались, значит, этого духа убрать, пытались путем. Я потом скажу еще про футы, экзорцизм я еще расскажу отдельно. В общем, пытались сделать все, не получилось. Вначале начали выйти вот эти все философы реинкарнации, мол, перерожденная душа какой-то там женщины из севера и так далее. Никакой женщины из севера не перерожденная. Да, была такая женщина на севере, значит, которая вышла замуж за казака, извиняюсь, переселилась в Ростов, там умерла, и на этом кладбище она и была. Оказалось, что они ходили на это кладбище, надругались там, извините за выражение, писали, какали на эту могилу, всякой хренью занимались, скотством. И когда она, значит, пришла домой, через некоторое время почувствовала себя плохо и пошло-поехало. И вот эта вот могила этой женщины с севера существует, и все узнали, что да, такая женщина есть, и начали говорить о переселении. Переселение тут ни при чем. Когда надругались над могилой человека, то силы дали ей разрешение прийти и наказать ее, войти в ее тело. Так вот, кто более уязвим и кто может стать одержимым? Хочу вам объяснить. Те люди, которые нарушают покой мертвых, нарушают вселенские законы. Тогда силы разрешают, позволяют селиться в их тела. Только за аморальные, грязные поступки против совести, против мира мертвых, против памяти усопших людей и прочее, прочее, могут привести к тому, что силы позволят селиться в их тела. Иначе, если бы так легко можно было душам проникнуть, мы бы все были одержимы. Это не так легко, это очень большая редкость. И те алкашки, которые валяются в храме, там, мол, ой-ой-ой, мне плохо-плохо, там бесы, там сказали, не красьте губы, бесы, бесы. Это все душевно больные люди или аферистки, которые отрабатывают свой кусок хлеба в храме, падают в обмороки, там, с пеной у рта. Для чего? Для того, чтобы батюшка там что-то сказал, ему все уже хорошо, все прошло. И вот этот театр продолжается без конца. Они каждый раз приходят, падают там в обмороки, их там за это кормят, поют. Но заодно и они делают рекламу своему батюшке, какой он могущественный, изгоняет бесов. Невозможно бесов изгнать ни крестами, ни водой, ни молитвами. Это смешно. Для них это всего лишь материал. Они обитают всюду. Что значит крестом его гнать? Ну, это смешно. Они в храме даже находятся и не боятся. Значит, у храма нет такой мощной силы, чтобы их выгнать. Но, если вы замечали, как правило, одни и те же алкаши приходят, они там кормятся, кушают, они знают, они уже знают свой заказ, они знают, они уже вошли в роль и прекрасно это все выполняют. Ну, еще есть люди-фокусники, еще есть душевно больные люди, которые действительно не осознают, но это душевная болезнь, тут бесы ни при чем. А вот переселение, то, что вот подселение, да, которое считается реинкарнацией души, дорогие друзья, это подселение, не более того. Так вот, вот эта девушка до сих пор, она не может от этого всего освободиться.
возили по бабушкам, деткам, куда угодно, никто не смог помочь. Не потому, что она переродилась как бы с душой той женщины, а потому что она сделала неправильные вещи и была наказана за это. Следующая женщина из Дагестана, сейчас, по-моему, она есть еще живая. Она осталась дома, естественно, ее замуж никто не взял. Все думали, что она психически больная, потом начали обследовать. Тоже завыли. Ой, она родилась, значит, есть репортаж, я как-нибудь, если найду в Ютубе, я вам покажу. Сказали, что, мол, вот была такая армянка, вот, значит, реинкарнация ее в Дагестане. Даже так было написано, реинкарнация армянки в Дагестане. Это такая смехопанорама. Я посмотрела. И что она говорит? Она говорит очень осознанно, она не падает в обмороки, там фокусы. Она вполне умная женщина, умная, правда. И видно, что начитанная, но странная. Значит, она говорит следующее. Да, мы там, да, мы там шли, вот где есть, значит, называет все эти названия Западной Армении, которые она знать не могла. Гора Хуступ, вот мы там шли, вот по этому региону. А меня же убили, меня убили. Турки, да, ножом прямо вот сюда показывает. Вот сюда били, вот ножом били, ударили. 3 раза ударили, да. И потом уже все, вот я так улетела, и больше не. Вот так вот, постоянно вот одно и то же говорит. Значит, спрашивают, как тебя звали? Она сказала, Гаяне. Сколько тебе было лет? Она сказала, 42. У меня мужа сначала убили. Не знаю, детей не видела, дети шли за мной, но куда они делись, я не знаю. И вот нашли потомков этой Гаяне. Оказалось, что 2 детей у нее было, только спасся один сын. И вот потомки этого мужчины, значит, говорят о том, что да, действительно, вот такое имело место быть, что действительно его дед, правда, спасся, и бабушку звали Гаяне, она так выглядела и так далее. И вот все начали говорить опять о перевоплощении. Но я еще раз говорю, что это подселенец, это не перевоплощение. И если кто-то вспоминает чью-то жизнь, якобы прошлой жизни, на самом деле это вероятнее всего подселенец, и это очень опасно. Надо это сразу пресекать, что-то делать, а не радоваться, сидеть и исследовать. Колесо сансары – это на самом деле изначальная версия означала бесконечный круговорот жизни и смерти. А я вам это объясняла. Когда человек уходит, сначала человек там находится. Там его душа требует большего, хочет больше иерархии, хочет больше силы, больше энергии, чем другие. Как и здесь, так и там какая-то душа пассивная, какая-то стремится к славе. Душа, мы с вами, мы тоже души. Если тело отнять, мы останемся только душей. Вот говорит с вами моя душа, а тело воспроизводит звуки, понимаете? Лично я и есть душа, как вы все вместе. Мы говорим, да, загубили душу. Мы не говорим, загубили тело, мы душу говорим, загубили. То есть душа – это сам человек, его личность. Вот точно так же живут там, только без тела. Если кто-то хочет подняться выше по иерархии, ему ставят определенную, значит, условие. Ты рождаешься в этом мире. Если в этом мире ты добьешься успеха и поднимешься уже другим человеком, заслуженным это место, ты уже будешь все выше и выше подниматься. Так вот, мы не зря все в детстве хотим быть известны. Космонавты, актрисы, певицы. Не просто так. Никто не сказал, хочу быть уборщицей или хочу быть там инженером. Все хотят быть известны. Почему? Это заложено. Мы понимаем, когда нас оттуда отправили, сказали, ты должен как можно более известным и сильным быть, как можно больше делать нужных поступков, не только добро, но и наказывать, может быть, но нужные поступки. Потому что только таким образом, когда ты вернешься обратно, тебя будут все время вспоминать, тебе будут отдавать определенную энергию. Ты все выше и выше будешь подниматься по ступени иерархии, по этим пластам. Так вот,
круговорот жизни, рождение, юность, зрелость, дети, дальше, значит, старость, да, смерть. Остановилось колесо сансары жизни. Колесо сансары смерти. Ты в жизни кем был? Пошел туда, ушел с этого мира на другой мир, другую жизнь. Там, чем больше о тебе думают, говорят, тем выше ты поднимаешься или ниже. Опять срабатывает колесо, начинает крутить, поднимать твою душу выше и выше. Чем больше о тебе говорят веками, тем сильнее твоя душа. И эгрегор у тебя сильный, и ты поднимаешься выше. Колесо сансары смерти. Это вечное движение. То есть говорят о том, что как ты проживешь свою жизнь здесь, так тебя там и встретят, так ты и будешь подниматься в веках туда. Понимаете меня, дорогие друзья? Каждое слово, мы об этом уже говорили, обсудили, что каждое воспоминание человека, ушедшего в хорошем понимании, это энергия к нему. Не зря же мы устраиваем там какой-то вечер воспоминаний такого-то человека. Или мы идем к могиле неизвестного солдата, отдавая некую энергию тем воинам Родины, которые освободили нашу страну и так далее. Это все не случайно. Это имеет определенную цель. Вот о чем говорит колесо сансары. Теперь карма. Карма, наказание, значит, перевоплощение. Вот кто-то переродился свиньей, кто-то коровой, кто-то еще чем-то. Это нереально, потому что энергия, сила души человека и животного совершенно разные. Не потому что животное хуже или человек лучше. Порой животное 100 раз лучше человека, если судить по поступкам людей. Но у животного абсолютно другая энергетика, другая сила. Невозможно, чтобы душа человека обитала в животном. Помните Ералаш, да? Ой, эта собака так на мою первую любовь похожа. Петенька, ты ли это? Пошли домой. Вот она привела его домой, открывает, а там еще 5-6 собак. И она, Васенька, познакомься с Петенькой. Ой, этот, Мишенька, вот Петенька, вот это мои все любимые, я их всех собрала. А он говорит, ты чё, Кукушкина, с катушек съехала? Нет, я сегодня прочитала книгу про перерождение. Понимаете? Вот то же самое. То есть не может быть такого, чтобы животное обладало душой человека. Я говорила о животных, которые не просто так появляются в нашей жизни, которые реально существуют, они нас предупреждают о чем-то. Есть люди, которые с заводов приходят ночью поздно, и они говорят, некая собака вот увязалась за мной, просто идет со мной, провожает меня до дому. И когда они через несколько лет пытаются, ну, уже заканчивать, да, они увольняются, они хотят эту собаку увидеть, забрать домой, они не находят. А почему эта собака ходила с ним следом? Это некий стражник, некая сила, которая принимает, понимаете, тот вид, к которому ты готова, к чему ты готова, вот тот вид они и принимают. И тебе помогать, потому что если такая огромная собака, например, как кавказский волкодав, с тобой рядом идет, даже если ночью хулиганы хотели бы напасть, они подумают, что это делать не нужно. Ведь рядом с тобой собака, они же не знают, твоя это собака или не твоя, понимаете? То есть твой стражник, принимая облик собаки, тебя спасает. Это возможно. Но чтобы собака стал, то есть человек стал собакой или кем-то еще для того, чтобы понести наказание, этого нет. Я вам скажу один такой случай, когда у меня тоже было, да, это не раз и не два. И недавно вот Лёша зашел, когда во время прямого эфира, отличный человек, между прочим, и он рассказал такой случай, когда проводил друга ночью, в час ночи вышли они со своей собачкой погулять, и говорит, я увидел, что сзади меня кто-то идет. И, значит, он быстро, стремительно прошел, и почему-то у меня мысль была, чья-то смерть, кого-то ждет. Я, говорит, не знаю, почему я так подумал. Человек был в плаще, высокий. И говорит, я провел его до такси, вернулся обратно, и когда проходил мимо него, мимо его фигуры, нечаянно посмотрел на него. У него не было зрачков. У него были черные глаза, абсолютная чернота. И он просто как камень стоял. Он кого-то ждал. Это была чья-то смерть. На следующий день они узнали, что там кого-то убили ночью. Но, и говорит, и
Первое, что мне пришло в голову, я ему сказал: я тебя не боюсь. И пошел мимо. Я говорю: Лёш, хоть я столько лет в этой сфере, и я столько всего видела, я бы обделалась, извините за выражение, я бы испугалась. Потому что почему человек боится? Чем больше ты знаешь о потустороннем мире и о том, что от них ожидать, тем больше ты боишься. Не боится тот, который не знает, какие последствия могут быть. Они идут на кладбище веселиться, еще что-нибудь. Я в жизни не пойду по ночам ночевать на кладбище и ставить видео, потому что меня за это накажут. Кладбище не место для развлечений. Там работают, понимаете? Да, защитник, не случайно появившаяся собака, которая спасает от стресса. Я знаю женщину, которой муж умер, и она говорит: я выла днями и ночами. Значит, и один раз, когда я сказала: я не хочу больше жить, стала что-то сделать, и мой кот подошел, там мяукнул, значит, прыгнул на диван и лапами меня обнял. И я, говорит, понял, что этот кот не просто так появился в моей жизни, что он пришел мне помогать. И действительно вывел он ее из депрессии и спас. Так вот, это одно. Но чтобы человек перевоплотился в животное, даже самая низменная душа человека по энергии абсолютно другая, чем тело животного. Это нереально невозможно. Такого быть не может. Следующий момент. Вот мы приходим в этот мир по 5-му, 10-му разу, чтобы совершенствоваться. Мол, мы совершенствуемся, значит, и поэтому мы должны перерождаться. Мы наказываемся за прошлые жизни, поэтому вот нас сюда отправляют в тяжелую жизнь, пройти еще раз. Дорогие друзья, Вселенная разумна. Когда человека наказывают, то он знает за что. Он всегда знает за что. Знаете, да, знает кошка, что мясо съела. Вселенная никогда не была абсурдной, она всегда логична. Если ты своего ребенка наказываешь, ты говоришь: вот за это, что ты вот так вот сделал, еще раз ночью поздно придешь и не обижайся, я тебя больше не пущу гулять. Ты говоришь этому ребенку, за что он получил наказание. Если ты просто будешь кидаться на своего ребенка, бить, пинать, и он будет спрашивать, за что, а ты просто так, просто потому что ты в какой-то жизни что-то сделал, а он говорит: я даже не знаю об этом, я не помню, ну при чем здесь... Вот, ты тогда натворил делов, не помнишь, а сейчас получаешь. Этого не может быть. Вселенная наказывает человека для того, чтобы человек исправился, чтобы он осознал и понял, что он натворил неправильную вещь. Но как может человек осознать, если он не помнит там какие-то якобы прошлые жизни? Как он может стать лучше, как он может стать чище и, значит, добрее, если он знать не знает, за что он страдает. Наоборот, он озлобляется. Когда человек ничего плохого не сделал, он делает только добро, получает зло, зависть, ненависть, он озлобляется. О каком очищении души может идти речь, что вот тебя наказывают за какие-то прошлые жизни, которые ты даже помнить не помнишь, да? Человек не может исправиться, стать лучше или совершенствоваться. Он озлобится. Это все, что с ним случится. Он озлобится из-за того, что ни за что его эта сила мучает. Так что Вселенная не может и не будет наказывать человека за то, за что он не знает, почему, за что ему эта кара приходит. Значит, далее, карма. Что такое карма? В переводе с санскрите карающая матерь. Фемида, юстиция, да, и мы уже об этом говорили. Та, которая судит, карает и так далее. Но она говорит, за что карает, она показывает, за что карает. Она просто так этого не делает. Это всего лишь вселенская справедливость, которую каждый получает в свое время и по-своему. Люди, которые совершали погромы, они долго не живут и умирают рано и мучительной смертью. Люди, которые, значит, избивали и там глумились над кошками, собаками, они на свой род навлекли проклятие. Люди, которые охотятся ради удовольствия, убивают живых существ просто так, у них тоже очень
нехорошая судьба, и очень плохо складывается судьба их детей, внуков. То есть о чем я хочу сказать? Что это всего лишь вселенская справедливость за поступки, которые получают ты и твои потомки. Но это не говорит о том, что это некая сила, которая за тобой охотится. Сделал, получай. Вот и все. Карающая Матерь Вселенная. Следующий момент мне очень нравится. Значит, кармические узлы. Надо развязать кармические узлы, надо очищать кармические какие-то преступления, надо пройти какие-то кармические испытания, надо чакры почищать, значит, еще что-нибудь. Кармическая любовь. Вы мне объясните, пожалуйста, что такое кармическая, что за херня кармическая любовь? Я не могу понять. Хочу понять, но и так, и сяк уже все поперевернуло. Не лезет в голову ничего логического. Кармическая любовь. Карма – наказание, да? Справедливое наказание. Наказание за то, что ты сделал. Как может быть любовь в наказании? То есть у вас кармическая любовь, вас надо соединить. Если эта любовь дана человеку в наказание, то есть если его наказывают этой любовью, и это нехорошо, то о каком соединении может идти речь? Ой, вы знаете, у вас кармическая любовь, вам надо вот вместе быть. Ничего не пойму. Значит, вам надо вместе быть и это наказание тащить дальше, или вам надо от этого наказания избавляться? О чем это говорит? Это говорит о том, что понабрались умных слов, но ни хрена сами не понимают из того, что говорят и втирают людям. Одна дура такая, я ее называю пудель с бижутерией, там килограмм бижутерии, там всяких разных вообще друг другу неподходящих и взъерошенной там башкой. Вот основа магии, которая перевоплощение, если кто-то основу магии не принимает, значит, как такое основа магии считается вот реинкарнация? Это не основа магии, это основа аферистов. Это благодатная почва аферюк. Следующий момент, который меня особо рассмешил, это если у человека сильное ясновидение, значит, он заключил договор с дьяволом. Поэтому к нему ходить не надо. То есть у кого есть ясновидение, кто видит вашу проблему, к нему не ходите. Приходите ко мне, к той, которая ни хера не видит, ничего не понимает, но зато я с дьяволом никаких этих не заключала. Я хорошая, пушистая женщина. Вот, понимаете? Вот такие тупорылые существа, которым очень выгодно вот эта карта кармы разыгрывать, и реинкарнация, и наказание ваших прошлых жизней разыгрывать, и зарабатывать деньги с воздуха. То есть человек, который ничего не видит, потому что она вам говорит, что внушает, да, кармические хвосты и кармические копыта, блин. Значит, на вопрос, почему вы не видите, у вас нет ясновидения, отвечается, кто видит, те от сатаны, поэтому видеть нехорошо. Значит, на вопрос, что у меня в жизни происходит, ответ. В 20-м воплощении вы были там какой-то надзиратель гестапо, и вот сейчас вы пришли, и вот по карме вашей бьют, значит, хвосты кармические остались, кармические узлы надо развязать, в общем. Помните, как депутаты, да, выходят, когда путем контрибуции, контрафаксации, контратации электората, путем, не знаю, решения глобально-мировых масштабов проблем с помощью знания, там, государственно-деятельных политических связей и так далее. И ни хера ты не поняла, но ты поняла, что это очень-очень умный мужик, потому что он столько умных слов знает. Это говорится, это называется вода водой или масло масляное. То есть говорить много, но смысла там вообще нету. Ни о чем. Так ни о чем, просто часами говорить, значит, ну, было и было, и что здесь такого? Значит, так получилось. Значит, вам по судьбе привели ребенка, у которого
что-то схожее с вашей матерью. Вот перетянули вы такого вот человека, чтобы у вас было ощущение, что это ваш ребенок, просто вот ваше семейное счастье, что это ваш ребенок, настолько он на вас похож во всем. Такое тоже возможно. Муж с женой, иногда живя вместе долгое время, много лет, становятся схожи и характером, и даже физиологически. Дети, усыновленные, удочеренные, начинают походить на своих родителей приемных. Некоторые люди даже не сомневаются, что это их ребенок. Показывали, как родители молодые усыновили ребенка, маленького Мишу. Это был натуральный, просто похожий на его отца ребенок. Если бы я не знала там на улице, да, я бы тоже подумала, что это их ребенок. Но если бы я не копалась там в прошлом. Натуральный ребенок, это настолько был похож на них. То есть иногда бывает, что человек настолько хочет взять ребенка и осчастливить, и настолько хочет почувствовать вкус материнства, что ему приносят просто навстречу того, кто очень похож на них, даже чем-то напоминает родных, близких, даже маму, для того, чтобы этот человек просто поневоле внутри, знаете, подсознательно полюбила, как это был мой ребенок, я его просто вернула домой. Вот и все. Помните, вот было там Морозко, продолжение, когда одна мразь закрыла детей в холодной бане ушла, вот эти мальчики умерли, а эти девочки еле спаслись, и одному из них, по-моему, Ксюше одной. Вот, Ксюшке ноги пришлось ампутировать, и эта женщина из Питера взяла этих девочек двоих, воспитала их, они были настолько похожи, и говорит, все говорят, что это ваш ребенок, а я говорю, это мои дети, я их просто вернула домой. Натурально похожи на нее. Прямо копия этой женщины. Это настолько удивительно. И вот сейчас эта девочка ходит с этими ножками, то есть вот искусственные, и настолько она плавает, ходит, никогда не скажет, что это у нее протезы. Полноценную жизнь она дала этому ребенку, понимаете? Другой был случай, когда мальчик, который, значит, спасибо. Мальчик, который был оставлен матерью, плита упала, и ребенок буквально горел живем. Еле спасли, ампутировали ноги, и женщина прилетела специально из Германии, русская женщина. Она говорит, мой отец умер примерно в то же время, когда этот ребенок родился. Я когда увидела, говорит, он был так похож на моего отца в детстве, я подумала, что это какая-то связь наша, вот, может, наши родственники. Может, она тоже подумала о каком-то перевоплощении, конечно, это смешно. Но она приехала, забрала этого ребенка и полноценную жизнь создала, точно так же дала ему ножки, которые он ходит. Она богатая женщина, она усыновила, ей не нужны были никакие деньги, чтобы больше никто этого ребенка не мог отобрать. Понимаешь, забрать. Вот почему я говорю, что люди, которые действительно хотят забрать ребенка, они усыновливают. А те, которые ради денег берут, они берут опекунство. А потом начинают плакать, что мама вот пришла, восстанавливается, забирает обратно, а мы прикипели. Если ты действительно хочешь, это твой ребенок, тебе плевать на эти копейки, ты обязательно узаконишь это все, чтобы больше никто не смог твоего ребенка забрать, понимаете? Так вот, почему так случилось? Случилось так, что, да, сильные и достойные женщины. Почему эти дети похожи на этих родителей, которые их берут, и можно ли это тоже перевоплощением каким-то связывать? Нет. Дело в том, что судьба показывает женщине, понимаете, находит, вот ребенок попал в такую беду, мать шмара оставила, ребенок лишился ног. И судьба приводит ту женщину, которая способна любить и которая похожа даже физиологически на этого ребенка, встречу устраивает. И люди начинают удивляться, это как будто мой ребенок, вот натурально похож, ну как такое может быть? Устраивает эту встречу похожих людей, чтобы ребенок жил счастливо, чтобы у него, как бы сказать вам, была полноценная жизнь, чтобы он еще даже и видел, что он похож на своих родителей, даже не страдал об этом. И женщина подсознательно, в любом случае, мы любим тех, кто на нас похож, понимаете? Видя, что он на меня похож или на мою мать, я уже поневоле люблю этого ребенка, считаю его своей кровью. Просто вот так получилось, что он где-то в другом месте был, но я его вернула домой. Это мой ребенок. Неважно, родила или нет. Вот о чем я говорю.
Так что это говорит не о перевоплощениях, это говорит о том, что в этом мире схожих людей судьба сводит воедино, чтобы дети были счастливы. Да, знаки судьбы, не более того. Так что, дорогие друзья, мы с вами обсудили реинкарнацию, то есть и поняли с вами, что это всего лишь философия, которая распространилась точно так же, как дарвинизм, который нашел своих последователей и прочее, но это не говорит о том, что эта теория не абсурдна. Знаете, почему Дарвин создал дарвинизм? Последнее скажу и все. Дарвин был очень верующий человек, и у него ребенок родился, когда ему было 50 с чем-то лет. Единственный ребенок, большое счастье, радость. Он был очень верующий человек, отправлял в церковь все время помощь, помогал неимущим людям, соблюдал посты и так далее. И однажды ребенок во время игры упал в колодец и утонул. И он был в таком отчаянии, что сказал: если бы существовал Бог, мой ребенок бы не умер. Я столько сделал для этого Бога, а он моего ребенка не уберег. И назло Богу он создал теорию, что все пришло с путем эволюции. Абсолютно, хочу вам сказать, что абсолютно бредовая теория, если уж честно. Потому что мы сначала вышли с моря, мы сначала были пресмыкающиеся, потом... Хорошо, а почему за историю человечества, за столько тысячелетий, ни одна обезьяна не стала человеком или хотя бы не стала уподобляться? Что эволюция остановилась? Нет, если эволюция существует, она должна идти вечно. Но он взял просто измененные виды под, знаете, под как бы, виды, которые под влиянием природных явлений изменились, и выдал это за какую-то теорию эволюции. Все взаимосвязано в этом мире. И это не говорит об эволюции. Но когда он умирал, он просил своих учеников собрать все его книги об эволюции, сжечь, покаялся и ушел. Но, к сожалению, каждая работа, каждый труд живет своей жизнью. Уже Дарвина никто не спрашивал. И вот эта теория дальше нашла своих последователей и продолжилась уже без него. Хотя он очень пожалел о том, что натворил. Дорогие друзья, в этом мире все взаимосвязано, но это не говорит о том, что кто-то перевоплотился в кого-то. Вам приведу простой пример. Ураганы. Ураганы, которые поднимаются на, скажем, на пустынях, да, в местных пустынях, Сахара. Ураганы, которые поднимаются в Сахаре, поднимают в воздух много тонн песка. И куда они его отправляют? Они его отправляют на тропические леса. Они орошают тропические леса вот этими всеми витаминами и элементами, которые нужны для роста деревьев. Потому что в песке содержится очень много питательных для деревьев веществ. В этом мире ничего случайного нет. Когда человек чрезмерно обстраивается там и города строит в тех местах, где не положено строить, где опасно для животного мира, опасно для природы и прочее, природа создает оползни. Она убирает ненужные постройки, вот как эти судебные приставы, убирает ненужные постройки и снова начинает поднимать там лес, снова начинается развитие флоры и фауны. Если река не может найти себе место и выход, протекая мимо каких-то там электрогес, не знаю, ГСТС и прочее, прочее, и это мешает местному животному миру, природа принимает меры. Река начинает наводнять эти местности, со временем люди уходят оттуда. Река расширяется, а следовательно влага распространяется, появляется новый лес, где могут жить живые существа. Понимаете, мы в этой природе никто. Когда говорят, человек, царь природы, какой нахрен царь? Цари природы знают, кто они и что они. Когда мы нарушаем
законы мироздания, законы природы, когда мы копаем километровые шахты, когда мы просто нарушаем гармонию природы, она нам мстит, она нас с себя скидывает и начинает устраивать свои порядки. И все эти катаклизмы, катастрофы, это не просто там непонятно откуда появившиеся вещи. Это все дело наших рук. Мы сами это делаем. Столько тысячелетий убийства, войн, издевательства, костры, инквизиции, геноциды, я не знаю, гонения и прочее. И все эти души, которые были убиты насильственно, которые не нашли покоя, которые хотели бы жить, собираются вокруг планеты, собираются в этих гиблых местах. Потом мы удивляемся, почему мы больные, почему мы несчастные, почему у нас не хватает энергии жизненной, почему мы вот такие досяки, потому что за тысячелетия, кроме войн и убийства, мы больше ничего не сделали. Знаете, как алкаши, которые сходятся вместе и начинают делать только одно дело. Рожают, рожают и рожают. Что этих детей кормить надо, образование дать, не знаю, что надо работать, дом строить. Им это не интересно. Они только рожают. То же самое мы рождаемся и начинаем убивать, 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 ненавидеть, а потом думаем, а чё мы такие несчастные, бедные? Что такое? Почему? За что? Что, как, чего? А потому что за все надо платить. И мы платим за наших дедов, прадедов, отцов и дальше пошли. Потом уже наши дети платят. И человек никогда не изменится. Поэтому, зная природу человека и что понимая, что человек сам не придет к такому выводу, да, природа, Вселенная сама решает эти проблемы теми методами, которые приемлемы, которые он понимает и умеет, скидывая с нас, просто резко не спрашивая, и плевать она хотела на нашей жизни. Точно так же, как мы наплевательски относимся к ней, хотя она матерь природа. Так что, дорогие друзья, не надо приписывать перерождению и прочие обычные явления Вселенной, которые и вполне закономерны и могут быть, и объяснение тому то медицинское, то научное, то духовное, то магическое, но никак иначе. Да, вот, она сама делает, она разумная природа, она нам даже... Кто нас спрашивает вообще? Цари, а? Цари. Сказал бы я, какие мы цари. Хрен мы цари. Всем удачи, всех благ, потому что батарея садится, сейчас что-то мало выдерживает телефон. Но я думаю, что мою мысль я вам донесла. Да, много будет бреда написано. А вот как тот автор написал вот такое, а тот автор вот это. Да мне плевать, какой автор что писал. Понимаете? Невозможно утверждать 100% о том, чего ты не видел лично, знать не можешь. И, вы знаете, антиаргументов в пользу реинкарнации